Привет, друзья мои! С вами снова Виктор Инишев на канале Испания Новый взгляд. И с этого выпуска я начну серию видео о музеях Барселоны. И первый музей, который мы с вами посетим, это Космо Кайша. Космо Кайша состоит из двух слов. Собственно, космос, который говорит о том, что это музей науки, и Кайша. Кайша — это название банковского фонда Каталонии, который, собственно, и спонсирует этот музей. И обратите внимание на адрес этого музея. Улица Исаака Ньютона. Музей науки на улице имени великого ученого. Очень символично. Кстати, как вам кажется, друзья, музей это интересный или скучный? Ну, учитывая много сейчас разных электронных развлекаловок, интернет, многим кажется, что музей это вообще-то скучновато. Но, как вы увидите, на самом деле это очень может быть даже интересно и увлекательно. Наверное, еще дело в том, как это все организовано. И сейчас мы с вами это увидим. И здесь на самом деле очень много разных интересных экспонатов. И это будет не одна серия, это будет сериал. Итак, входим и смотрим. И сразу же при входе нас встречает первый же экспонат из многочисленных, и он же последний, который можно посмотреть бесплатно. Что это за экспонат, можно прочесть здесь. Вы видите надписи на 4 языках. Это каталонский, испанский, английский и французский. Здесь написано, что эта скульптура является одной из 14 официальных версий некой Ларри Отчаян, работы Нормана Така, выполненной в 1986 году для исследовательского центра в Сан-Франциско. При прикосновении к струне генерируются волны, распространяющиеся возмущения, накладывающиеся на движение. Если мы не воздействуем на цепь, она также предлагает нам хаотичные и очень красивые движения при взаимодействии с кистью. А это то, о чем я вам говорил при входе. Интересно или нет, зависит от того, как это все организовано. В данном случае с этим экспонатом можно поиграться, как и со многими другими, которые здесь расположены. Они как аттракционы физического мира. Весьма забавная конструкция. Дальше нас ждет ресепшн. Здесь электронные панели с разной информацией. А на ресепшене, кроме девушек-сотрудниц, есть славная троица. В этой славной троице мы узнаем старика Дарвина, вляпавшегося в историю со своим знаменитым происхождением видов. Старика Эйнштейна, вошедшего в историю с его не менее знаменитой теорией относительности, которая, кстати, уже тоже начала подвергаться сомнению. А кто эта молодая леди? Ну, конечно же, Мария Складовская-Кюри. Пожалуй, самая знаменитая женщина-ученая в истории. И первая в истории женщина-лауреат Нобелевской премии. Там еще у Марии куча и куча регалий научных, но самое интересное, пожалуй, в том, что ей просто повезло с мужем. Они работали вместе, и все лавры делили на двоих. А если взять того же старика Эйнштейна, есть одна историческая версия, что он так поднялся просто за счет своей первой гениальной жены. Он просто все лавры забирал себе. А если бы он был порядочным мужем, то еще неизвестно, как пошла бы история науки. Вполне возможно, чтобы мы знали бы еще одного Эйнштейна, мадам Эйнштейн. Но история уже сложилась таким образом. Но идем дальше. А здесь справа за окном мы видим кафетерию. Кафетерия при музее. Здесь реально столько много интересного, что просто не успеваешь все ухватить за один раз. Реально устаешь и уже хочешь есть. Мозгу нужна глюкоза, чтобы все это переработать. А сейчас мы направляемся к кассе.
Обратите внимание, сколько людей. И это при том, что сегодня не выходной день. И сейчас утро. Люди должны либо спать, либо работать. Но они здесь. Я реально не рассчитывал увидеть столько народу. Музей реально пользуется спросом. И видите вот те загородки, как в аэропорту. То есть настолько много народу, что музей рассчитал эти загородки, чтобы как-то упорядочить огромную очередь. Да, здесь реально есть на что посмотреть. Вон дети играются еще с одной игрушкой. А вот, кстати, еще один экспонат. Видим трос, закрепленный под потолком. Вот сейчас ближе рассмотрим. Ага, вот он начинается. Вот он опускается, идет стеклянный колпак такой, стеклянный пол здесь уходит вниз. Кстати, далеко вниз уходит. Ну, такой условно платный, условно-бесплатный экспонат. Часть его можно увидеть до касс. Вот мы здесь сверху стоим, смотрим, что он там внизу делает. Но хорошо разглядеть не можем. Вот купим билет, пройдем вниз и там увидим лучше, что он там делает. Вот еще такой, наверное, один из самых больших экспонатов. Ну да. Окей, посмотрим. Итак, мы купили билет. Сейчас стоим в очередь, чтобы подойти к терминалу и пройти с нашим билетом. Сразу скажу, что стоимость 6 евро с человека, плюс дополнительная стоимость планетария. Он тоже 6 евро, но сегодня мы его не взяли по той простой причине, что съемки фото-видео там запрещены. А так как я сейчас снимаю для канала, нет туда смысла заходить. Но потом зайдем там, где он находится, и немножко более в деталях вам расскажу. Окей? Вот мы сейчас с вами видим первый экспонат после того, как мы задействовали наш билет. Это какое-то бревно. Причем бревно не целое, оно из кусочков состоит. И видим, вокруг него такая эстакада винтовая сооружена. Но давайте мы подойдем поближе, чтобы его рассмотреть. Интересная штука. Не видно, что там внизу. Сейчас поближе подойдем. Скрывается за эстакадой. Вот сейчас тут балкон, еще поближе подойдем. Сейчас посмотрим, что там внизу. Ну понятно, да, бревно какое-то, дерево. Вот там внизу, кажется, видны корни. Сейчас поближе. Да, корни видны. Так, вот, что это вообще такое? Видно, какое-то раньше было дерево. Здесь должна быть табличка. Сейчас мы ее посмотрим. Да, вот она табличка. Также на 4 языках. Здесь видно, что это некая акаригуара. Она из Бразилии. Ей 300 лет, 21 метр ее высота. Вес 7000 килограмм. 7 тонн. Как по-вашему? В этом бревне есть 7 тонн? Давайте рассмотрим его поближе, дальше пройдем. Ну, очевидно, что 7 тонн здесь вряд ли есть. 7 тонн были, когда оно было цветущим деревом. С соком, с ветвями, с листьями. А часто просто остатки былой роскоши. Да, здесь 7 тонн это когда оно было деревом, точно. Такая вот экзотика. Да, ну и посмотрите, да, какую эстакаду соорудили вокруг этой мумии дерева. Целое сооружение, чтобы его рассмотреть вблизи. Вот так народ приобщает к науке. А вы, друзья мои, не забывайте подписываться на канал, лайки, комменты. Продолжение следует.